Прирожденные ведьмы. По знаку зодиака. В наше время ведьмами уже никого не удивишь. Хотя часто ведьмами называют вовсе не тех женщин, которые умело обращаются с черной магией, ставят заклятия и поят приворотными зельями. Чаще речь идет о женщинах, которые хорошо умеют пользоваться своими женскими чарами, чтобы получить желаемое от других людей, причем пользуются в весьма негативном ключе. И все же некоторые могли столкнуться и с настоящими ведьмами, которые не только знают многие ритуалы и умеют общаться с нечистой силой, но также используют свои навыки и таланты для того, чтобы навредить кому-то с разными целями. Кто же из них наиболее опасен? И от кого стоит держаться подальше? А может, вы сами мечтаете стать одной из них? Овен. Этот знак зодиака отличается большой активностью и целеустремленностью. Поэтому если женщина Овен пошла по пути ведьмы, то она может оказаться очень опасной, так как не остановится ни перед чем. Если вы вдруг стали жертвой ее злых чар, вам стоит быть очень осторожным и не делать никаких резких движений. У нее моментальная реакция, и если ее разозлить, то беды не миновать. Единственная радость. Эти ведьмы отходчивы и могут переключиться на кого-то другого спустя короткое время. Будьте уверены, один раз сделав кому-то зло, она, скорее всего, не будет возвращаться. Эта ведьма особенно опасна, потому что ничего не боится и имеет сильную волю. Ее невозможно заставить что-то сделать. Но если она что-то решила для себя, сдвинуть ее с места нет никакой возможности. Она твердо идет вперед и обычно достигает быстрых целей. Слишком далекие цели она обычно не ставит. Если вы Овен и хотели бы стать ведьмой, вам стоит в первую очередь учиться терпению и внимательности. Научитесь замечать все вокруг, оценивать людей, и не сразу применять полученные знания на практике. Вы можете поспешить и навредить себе. Скорпион. Ведьмы этого знака – одни из самых опасных, так как легко учатся магии и умеют чувствовать тонкий мир. У них очень развита интуиция, они легко видят человека насквозь. Самое главное в черной магии – увидеть слабую сторону человека. А скорпионы это умеют делать лучше всех. Они сразу же распознают слабое место и давят на него, получая все, что угодно. Ведьма-скорпион умеет призывать нечистую силу, и сама может стать ее частью, неся зло и разрушение, пользуясь другими и идя по головам. Злая ведьма-скорпион не останавливается, если ей угрожает опасность, а также может мстить за что-то очень долго. Если ваш знак зодиака Скорпион, скорее всего, у вас имеются таланты к магии и колдовству уже с рождения. Поэтому вам очень легко стать ведьмой. Тут важно найти мотивацию. Для чего вам это нужно, а потом слушать свой внутренний голос. Учитесь развивать интуицию и замечать знаки вокруг. Больше общайтесь с людьми и научитесь ими манипулировать. Дева. Эти ведьмы довольно расчетливы и знают, чего хотят. Они не будут мстить, просто почувствовав опасность, и не будут предпринимать резких действий. Их тактика очень осторожна. Они внимательны к каждой детали и заметят даже то, на что обычный человек не обратил бы никакого внимания. У ведьм, родившихся под знаком Девы, отлично получается разбираться в разных травах. Они живут в непосредственной близи к природе, часто путешествуют в одиночестве, отправляясь на поиски ингредиентов для своих снадобий. Могут уходить далеко в леса и не возвращаться неделями. При этом они совершенно не теряются, а просто черпают энергию Земли для своих ритуалов и злых умыслов. Эту ведьму стоит опасаться потому, что она редко ошибается и все просчитывает до мелочей. Если ваш знак зодиака Дева,
Вы должны действовать через конкретные навыки и умения. Например, узнайте больше о том, как лечить себя или других. Начните разбираться в травах, узнайте силу камней. Эти знания и приведут вас к желаемому результату. Рак. Ведьмы-раки могут оказаться очень опасны, потому что никогда не знаешь, что они замышляют, и какую именно тактику выберут. Обычно ведьмы этого знака довольно коварны, если их берут за живое или давят на их слабые стороны. Вначале они могут совершенно никак не отреагировать. Зато позже вы почувствуете сильное беспокойство, проблемы со здоровьем, или вас будет одолевать бессонница. Ведьмы-раки все делают тайно, не афишируя. У них имеется особое место, обычно в их доме, где они совершают все свои ритуалы. Эти ведьмы легко втираются в доверие, и могут даже воткнуть нож в спину, когда вы совершенно ни о чем не подозреваете. Эта ведьма особенно опасна вблизи полнолуния, потому как фазы Луны на нее сильно влияют. В новолуние она старается не показываться никому на глаза. А вот в полнолуние способна использовать всю силу светила, чтобы творить свои дела. Если вы родились под созвездием Рака, вы можете тонко чувствовать настроение других людей, и можете научиться манипулировать чужими эмоциями. Начните с того, что научитесь анализировать свои сны и толковать их. Через этот навык у вас могут открыться способности к колдовству.